Здравствуйте, меня зовут Людмила. Сегодня мы научимся вязать вот такие тапочки. Тапочки связаны из трикотажной пряжи, столбиками без накида. Другой узор здесь просто не присутствует. Подошва тапочек связана из пряжи 7-9 мм, а верх тапочка, вязка и кисточки связаны из пряжи 3-5 мм. Я использовала трикотажную пряжу производства Babylon. Также тапочки прошиты, проклеены и поставлены на резиновую подошву. На 39 размер у меня ушло пряжи 7-9 мм около 50 метров. То есть 50 метров у меня еще осталось на другую пару. И пряжи 3-5 мм у меня ушло около 80 метров. Если у вас останутся вопросы после просмотра мастер-класса, обязательно пишите. Буду ждать ваши отзывы и фото работ. Приятного просмотра! Что нам понадобится? Трикотажная пряжа. Я буду использовать пряжу Babylon. Толщина нити 7-9 и 3-5 мм. Это пряжа изнаночной нарезки. Ее можно заказать в Украине. Аналогами в России может быть пряжа MyForge. У них тоже есть пряжа разной толщины. Также для тапочек хорошо подходит пряжа лента. Также для вязания нам понадобится крючок 5,5 мм, метровая лента, трикотажная игла, либо игла с толстым кончиком и широким ушком, несколько маркеров, ножницы и щипцы. Полный список материалов для изготовления тапочек вы найдете в файле с соответствующим названием. Приступим к работе. Подошву мы будем вязать из пряжи 7-9 мм. Пряжу будем растягивать. Я буду вязать тапочки на 39 размер. И приступаем. Хорошо растягиваем нить. Подошва вяжется только лишь столбиками без накида. Как связать на более маленькую стопу, все будет прилагаться в мастер-классе. Приступаем к вязанию. Набрасываем хвостик нити на два вот этих пальчика, переворачиваем и делаем первую петлю. Ее не считаем в вязании. Далее набираем еще 3 петли. 1, 2, 3 и 1 петлю подъема. Набрали. Вяжем первый ряд. В середину косички вводим крючок. И первая петля у нас удвоенная. То есть мы вяжем сюда 2 столбика без накида. 1 и сюда же второй. Далее вяжем одинарный столбик без накида. И в последнюю петлю вяжем тоже 2 столбика без накида. То есть 2 крайних петли мы удвоили сразу в первом ряду. Этот хвостик сейчас мы развяжем с помощью иголочки. И вяжем его во втором ряду. Затянули его, развязали, затянули. Вводим в иголочку. И вот иглу вставляем вот в самый крайний столбик и выводим сюда. Достаем. Все, игла нам не нужна уже. Вот так у нас получилось. Вяжем второй ряд, делаем петлю подъема. И поворачиваем вязание. Мы будем вязать поворотными рядами.
Второй ряд мы вяжем без прибавок, без убавок. Просто, быстро. Вяжем плотно, но не до такой степени, чтобы мы вообще никак не могли растянуть или сжать наши изделия. Любая пряжа очень нестабильный материал. То есть можно связать одну подошву, она будет у нас больше, вторая меньше. Все зависит от силы наших рук. Поэтому, чтобы мы могли смоделировать потом нашу подошву, мы должны вязать умеренно плотно. Второй ряд связали, этот хвостик ввязали, сразу его отрежем, чтобы он нам не мешал. И приступаем к вязанию третьего ряда. Тоже делаем петлю подъема и поворачиваем наше вязание. В третьем ряду мы сделаем прибавку в последний столбик. Все, делаем последний столбик, провязываем 2 столбика без накида. Один и еще один. В конце каждого ряда делаем петлю подъема и поворачиваем вязание. В четвертом ряду мы сделаем прибавку по середине ряда. Провяжем 3 петли. 1, 2, 3 столбик. В четвертый сделаем прибавку. Провяжем 2 столбика без накида в одну петлю. 1 и еще один. И еще 2 столбика без накида. 1, 2. И петля подъема, поворачиваем вязание. Далее до 10 ряда мы вяжем без прибавок, без убавок, просто столбиками без накида. В конце каждого ряда делаем петлю подъема. Пятый ряд провязали и вяжем по схеме до 10 ряда. Так, 7 ряд. Еще 2 ряда вяжем обычными столбиками без накида. Вводим крючок под обе косички, захватываем рабочую нить, достаем, у нас получается 2 петли на крючке, набрасываем рабочую нить на крючок и протягиваем. И вяжем плотно. Поворачиваем и продолжаем вязание.
Делаем петлю подъема, поворачиваем вязание, и у нас 10 ряд. В 10 ряду мы будем делать убавку. Крючок вводим под одну петлю, под первую, захватываем рабочую нить, достали. У нас 2 петли на крючке. Вводим крючок под вторую нить, под вторую косичку вернее. Опять захватываем рабочую нить, и у нас 3 петли на крючке. Набрасываем рабочую нить на крючок и сквозь все 3 протягиваем, получая одну петлю из 3. Далее до конца ряда вяжем столбики без накида. Избавились от одной петли. Провязали 10 ряд, делаем петлю подъема, поворачиваем вязание. 11 и 12 ряд мы будем вязать без убавок и без прибавок. Столбики без накидов просто. 2 ряда. Так, 11 сделали петлю подъема, развернулись и вяжем 12 ряд. Вяжем мы сразу вот в первый столбик. Забыла сказать в начале вязания, мы не пропускаем, сразу вот. Разворачиваемся. 13 ряд, в конце ряда мы сделаем одну прибавку. В конце 13 ряда я сделала прибавку. Делаем петлю подъема, 14 ряд вяжем без прибавок. Довязали, сделали петлю подъема и разворачиваем вязание. 15 ряд начнем с прибавки. Вот прям в первую петлю вяжем 2 столбика без накида. 1, сюда же еще 1. И продолжаем вязание до конца ряда без изменений. Довязали, сделали петлю подъема, развернулись, и в 16 ряду мы сделаем в конце одну прибавку. Последняя петля, я делаю сюда прибавку. 1 столбик без накида, сюда же 2. Делаем петлю подъема, поворачиваем вязание. 17 ряд вяжем без прибавок. В 18 ряду у нас опять будет прибавка в конце ряда. Последняя петля, и сюда вяжем 2 столбика без накида. 1, 2. Делаем петлю подъема и поворачиваем вязание. И далее по схеме до 23 ряда мы вяжем вот эти 10 петель поворотными рядами без
прибавок, без убавок. Не забывайте растягивать ниточку. Я провязала 22 ряд, вяжу еще без изменений, без прибавок, без убавок, 23 ряд. Делаю в конце ряда петлю подъема и 24 ряд. В 24 ряду мы сделаем убавку в самом начале. Точно такую же, как мы делали вот здесь. Ввела крючок в первую петлю, достала рабочую нить, ввожу в следующую, тоже достаю рабочую нить. У меня 3 петли на крючке и набрасываю рабочую нить, протягиваю сквозь все 3. До конца ряда вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю. Довязали, сделали петлю подъема, развернулись, и в 25 ряду у нас уже будет 2 убавки в начале ряда и в конце ряда. Ввожу в первую петлю крючок, достаю рабочую нить в следующую, точно так же, и провязываю все сразу. Далее вяжу столбики без накида по одному под каждую косичку. И последние 2 петли провязываю таким же образом. Ввожу крючок, захватываю рабочую нить, достала петлю, в следующую то же самое, 3 петли на крючке и все вместе провязали. Сделали петлю подъема. 26 ряд вяжем без убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 петель у нас осталось в работе. Петля подъема, поворачиваем. В 27 ряду мы опять сделаем 2 убавки в начале и в конце ряда. Только здесь я предлагаю сделать не такую убавку, как вот у нас была в предыдущем ряду. Вот мы делали вот такую. А теперь мы просто пропустим вот эту одну петлю и начнем вязать сразу в эту. То есть таким образом мы эту петлю не провязали. И в конце сделаем точно так же. Провяжем все петли. 2 петли у нас в конце остались. Мы эту просто пропускаем и провязываем последнюю. И тоже в этом ряду мы избавились от 2 петель. Делаем петлю подъема и поворачиваем вязание. Мы уже заканчиваем нашу подошву. В этом ряду мы вяжем просто столбики без накида, без убавок. 2, 3, 4, 5 петель у нас осталось в работе. Делаем петлю подъема, поворачиваем вязание и опять сделаем 2 убавки. Таким же образом одну петлю пропустим, провяжем только сразу вторую. Далее провяжем одну петлю и опять пропустим, провяжем последнюю петлю столбиком без накида.
Делаем петлю подъема, поворачиваем вязание. И сейчас мы сделаем такую же убавку, только у нас одна уже получится убавка. Одну петлю мы пропускаем, вторую сразу провязываем и последнюю. Все, обрезаем рабочую нить, оставляем хвостик, мы его потом спрячем. Вот такая подошва у нас получилась. Давайте ее замеряем. У меня получилась длина подошвы 25,7 сантиметров. Я вяжу тапочки на 39 размер, длина стопы 25,5. Мы идеально попали в размер, потому как длина тапочка должна быть чуть больше, чем длина стопы. По ширине в самом широком месте стопы у меня 8,5 миллиметров и в пяточке 6,5 миллиметров. Отрезаем рабочую нить и достаем ее. Если вы не попали в мою плотность, ничего страшного. Распускаем несколько рядов, ну, допустим, вот до убавок, и вяжем чуть плотнее. Если очень сильно не попали, придется перевязать. Если же ваша подошва получилась намного больше, то предлагаю вам связать подошву по схеме меньшего размера, на 1-2 размера меньше. Если же подошва получилась немного меньше, то при отпаривании вы ее можете потянуть, и она увеличится на несколько миллиметров. Теперь нам нужно связать еще одну точно такую же подошву. И далее будем обрабатывать край. Я связала вторую подошву. Они одинаковые. Единственное, мы переворачиваем одну вот так вот. И получается у нас подошва на правую стопу и на левую стопу. Узор у нас одинаков с обеих сторон, столбики без накида, поэтому нет необходимости вязать на левую стопу как-то по-другому. Берем иголочку и будем прятать хвостики. Раз у нас это левая, мы вот так, правая на ту сторону, на изнаночную сторону. Определим изнаночную сторону. Вот. И вот просто где удобно и невидимо получится спрятать. Протягиваю ниточку и прячу в узор на изнаночной стороне. Все, и обрезаю. Так, это левая. Правая точно так же. Далее мы будем обвязывать по краю наши подошвы. Обвязывать мы будем пряжей 3-5 миллиметров. Я беру левую подошву. Допустим, в этом месте, можно в любом месте начать. Ввожу крючок. Вводим мы не прям по самому краешку, а хорошо заходим в ряд. Вот, видно? Беру рабочую нить. Я не растягиваю нить для обвязки. Берем рабочую нить, захватываем и достаем вот такую петлю. Фиксируем ее. Этот хвостик будем ввязывать.
И вот в каждый ряд мы будем вот здесь вводить крючок, захватывать рабочую нить, доставать и провязывать столбик без накида. Следующий. Вяжем плотно. В эти места нам очень удобно вводить крючок, поэтому это не очень сложные моменты. Стараемся, чтобы все наши вот косички были одного размера. Вот идет ряд, вводим, видите, вот ввели крючок, достали петлю и провязали. Следующий. И провязали. Далее. Этот хвостик отрежу уже. Дошли до носика. Здесь у нас 2 петли, вы помните. Одна. Вторая. Далее переходим на эту сторону и вводим сюда. Формируем носик. И продолжаем таким образом обвязывать полностью всю нашу подошву. Дошли до пяточки. Тут у нас тоже ряд был. Теперь наши первые 3 начальных петли. Вторую. С этой стороны ряд. У нас подошва, видите, она закручивается. Можно было бы сделать на этих местах какие-то прибавки, но я не делаю. Под паром и прессом это все станет ровненьким. Просто если мы сделаем прибавки, мы расширим еще нашу пятку, а это будет уже не очень красиво.
Вот мы дошли, вот мы здесь начинали нашу обвязку, и вот здесь мы закончили. Отрезаем нить, достаем ее, вытягиваем, берем иглу и сформируем фальш-петлю с этой стороны. Ввожу подобие косички иголочку, достаю, затягиваю и возвращаю сюда. Стягиваю эту петлю таким образом, чтобы она была такая же, как вот все наши петли. И поворачиваю на изнаночную сторону, ввожу иглу вот в удобное место, где она хорошо входит. Подтягиваю. Далее прячу ее в вязание, ниточку. Протягиваю ее на лицевой стороне и незаметно вывожу опять на изнаночную сторону. Ничего не видно, видите? И здесь уже тоже прячу среди столбиков остатки нити. И обрезаю. То же самое делаем со второй подошвой. Левая у нас готова. Переходим к правой. Берем рабочую нить. И вот в любом месте удобном нам начинаем делать обвязку. Покажу еще раз сначала. Достали ниточку, захватили рабочую, закрепили, провязав столбик без накида. И далее хвостик ввязываем и вводим крючок вот в ряд. Здесь получилось прям как по узору. Провязали столбик без накида. В следующий не с краешку прям, а вот вводим, где нам удобно его ввести. Достали нить, провязали столбик без накида. И так до конца ряда, точно так же, как мы обвязывали левую подошву. Я обвязала обе подошвы, далее нам необходимо их отпарить. Отпаривать нужно с помощью утюга и влажной марли, либо у кого есть отпариватель, воспользуйтесь им. После этого нужно оставить подошвы под прессом для того, чтобы они просохли на несколько часов. Отпаривать нужно с изнаночной стороны, перевернув подошвы. Отпаривать нужно хорошо, чтобы все наши петелечки разгладились, в том числе отпаривайте по бокам и оставляйте под прессом. Мои подошвы полежали под прессом после отпаривания. И давайте замеряем, какой длины они стали. Полностью моя подошва стала 26,8. Но мы будем мерять от косички до косички, потому как косичка у нас будет задействована под бортик. Итак, 26,2. Меня это не смущает, потому как мы вяжем остроносую модель, и носик у нас практически не задействован. То есть после всех проведенных далее манипуляций с подошвой мы придем опять к тому же размеру, который нам нужен, 25,5-25,7. Хотелось бы еще раз остановиться на таком моменте. Моя плотность вязания в 10 сантиметрах 12 рядов. То есть все схемы написаны под эту плотность. Но если вы возьмете схему, по которой мы вязали вот 39 размер, ничего не меняя,
связав более плотно, вы можете связать на размер меньше, а то и на 2. То есть обращайте внимание на то, с какой силой вы вяжете, потому как даже по одной и той же схеме вы можете связать разный размер. Плотность очень сильно влияет на результат. Далее мы будем ставить наши подошвы на резину. Для работы нам понадобятся ножницы. У меня специальные обувные ножницы, но подойдет и большой канцелярский нож. Микропористая резина у меня размер 25 на 30 сантиметров. Выглядит вот так. Одна сторона у нее пористая, другая сторона ребристая. Нам понадобится ручка, либо маркер, кисточка для клея, обезжириватель. У меня White Spirit, но подойдет даже спирт, либо жидкость для снятия лака. Далее нам нужно будет шлифовать нашу подошву, и подойдет наждачная бумага, либо лопаточка, на которую наклеена наждачная бумага. Наиритовый клей я переливаю в баночку, либо другой клей для обуви. И небольшая тряпочка, чтобы мы могли обезжирить нашу подошву. Подойдет даже ватный диск. Все эти материалы можно приобрести в магазинах по ремонту обуви или даже в мастерских по ремонту обуви. Все ссылки я оставляю. Приступим к работе. Нам нужно положить нашу подошву вязаную и обвести по контуру. Обратите внимание, я буду обводить подошву не на ребристой стороне, а на пористой. И подошву я буду обводить. Вот у меня, смотрите, изнаночная сторона. Я изнаночной стороной кладу подошву на лист микропористой резины. Берем ручку. У меня светлые чернила. Плотно прижимаем подошву к листу, ставим ручку ровно и обводим подошву. Далее я навожу, чтобы контур был ровный. Готово. Обводим левую. Левую я обычно вот так вот переворачиваю. Обвели наши подошвы, берем ножницы и приступаем к вырезанию. Вырезали подошвы, и теперь нам нужно обработать край, потому как выглядит он неприглядно. У меня особенно, потому как я на весу это делала. И берем либо наждачную бумагу, и вот полностью все затираем. Ну, удобнее лопаточкой для ног. И сглаживаем края. До идеала стараемся. Это несложно, быстро. Микропористая резина, материал очень податливый. В результате из такого края мы получаем вот такой ровненький. После того, как мы обработали край, мы должны обработать еще поверхность подошвы. Точно таким же образом. Делаем мы это для лучшего склеивания. После того, как мы обработали края и верхнюю поверхность, приступаем к обезжириванию подошвы. Берем тряпочку, смачиваем ее, я White Spirit, и протираем поверхность. И вторую подошву.
Даем просохнуть несколько минут. Следующим этапом мы наносим на наши резиновые подошвы клей. Я использую наиритовый клей. Мы будем наносить 2 слоя на резиновую подошву. На вязаную подошву мы будем наносить 1 легкий слой. Аккуратно наносим на всю поверхность. Нанесли первый слой клея, он практически полностью у нас впитается. Даем возможность впитаться клею несколько минут. Переворачиваем наши вязаные подошвы на изнаночную сторону. И наносим легкий слой. Почему легкий слой? Потому как я тапочки все равно прошиваю. Не хочу рисковать, чтобы клей просочился на лицевую сторону. Они и так будут очень надежно приклеены, прошиты и долговечны. Поэтому я просто такую легкую клеевую вуаль делаю для лучшего склеивания. Нанесли клей на вязаную подошву и можем наносить второй слой на резиновую подошву. Распределяем равномерный слой. После того, как нанесли второй слой, сразу начинаем приклеивать. Берем вязаную подошву, переворачиваем и правую к правой, левую к левой резиновой подошве прикладываем. И формируем носик, полностью подошву, все распределяем аккуратно и прижимаем. Придавливаем косичку, чтобы она поближе была к самому телу вязания, скажем так. И вторую подошву также. Мы наклеили наши подошвы. После этого подошвы я кладу под пресс. Переворачиваю лицевой стороной вниз, кладу сверху прямую доску и ставлю любой пресс. Это могут быть книги, либо бутыль с водой. Под прессом подошвы у меня лежат 2-4 часа. После этого мы приступим к прошивке подошв. Наша подошва полежала под прессом несколько часов, проклеилась, и далее мы будем ее прошивать. Я прошиваю все тапочки, чтобы быть точно уверенной, что они будут служить долго, не отклеятся. Прошивать подошву мы будем сбоку, вот здесь. Раньше я прошивала насквозь, таким образом, но есть вероятность, что нить протрется, поэтому рекомендую так. Я одну подошву уже прошила и обвязала, и наш шов выглядит вот так. То есть на этой стороне у нас нити нет совсем. Для прошивки нам понадобится
шило с игольным ушком. Выглядит оно вот так. Одна сторона гладкая с выемкой, вторая сторона идет с реечкой и отверстие, как у иглы. Далее нам понадобится вощеная нить. Может подойти капроновая нить, но я ее не рекомендую, так как ее сложно прошивать, она путается очень. Нам понадобятся ножницы, маленького размера крючок, он будет служить нам как вспомогательный, и зажигалка для запаивания вот этой нити после того, как мы прошьем. Приступим к работе. Отмеряем нити 2 полных разворота наших рук и еще немного. То есть это будет 2 метра и больше. Это немного неэкономно, но если нам не хватит на каких-то 2 стежка, это вся наша работа на смарку. Поэтому лучше пусть останется. И отрезаем ее. Далее берем шило и вводим нить в иглу. С любой стороны, хоть с гладкой, хоть с ребристой. Вот ввели. Маленький отрезочек оставили. В любом месте можно начать прошивку. Ну, я начну вот здесь, с внутренней стороны подошвы. Вводим шило посередине нашей резиновой подошвы. И пытаемся попасть под косичку. Но у меня подошва 5,5 мм. Для новичков я рекомендую взять хотя бы 6-6,5. Так удобнее прошивать. Ввожу шило, вот немножко прокалываю внутрь подошву. Вот просто проколола. Потом вот таким вот образом его достала и ввела под косичку. Опускаю шило. И первый стежок вернее, полностью достаю нить. Вот, я ее достала и выравниваю наши хвостики нити. Делаю их сначала одинаковыми, потом нитку, которая идет снизу, чуть-чуть больше вытаскиваю. Почему-то больше уходит нити, которая снизу. Вот верхняя ниточка, я ее отбрасываю и еще немножко потяну сюда. Берем опять наше шило и теперь уже будьте внимательны. Я вставляю нить в ту часть шила, где идет вот эта реечка. Во время шитья сюда ложится нить. Ввожу и достаю. Теперь мы будем шить таким образом, что слева у нас всегда будет вот эта сторона шила нашего, а здесь будет гладкая сторона. Теперь я ниточку вот протягиваю, допустим, вот у меня петля, да, вот такая вот. И под вторую косичку я ввожу шило таким же образом, как здесь. То есть слегка протыкаю, ну, на миллиметра на 2. Немножечко его вот так подняла. Ввожу под косичку. Теперь я шило не буду до конца доставать. Я его немножко вот так приопустила. Вот эта петелечка у меня, вот с этой стороны я ее достаю. Вот. И теперь убираю шило. Я его не полностью убираю. Вы видите, нить моя вся, вот она. Шила здесь. Верхнюю часть нити, вот хвостик, я завожу в эту петлю. И достаю ее полностью. Далее за 2 хвостика нити я беру и вот стягиваю. Здесь у нас получился узелок. И наша цель, чтобы он вот сюда внутрь попал. Чтобы он не был ни здесь, ни здесь. То есть вот как бы посередине. Все, первый стежок готов. На самом деле это очень несложная работа. Главное понять принцип. Опять. То есть это шило, оно у меня, вот видите, реечка. Здесь у меня гладкая выемка, нить висит.
Ввожу его под следующую косичку. Мы должны стараться делать стежки одинаковыми. Посередине ввела, слегка вот как достала, попала под косичку и вот немножко опустила. Пальчиком беру эту петлю, шило достаю и опускаю. Хвостик верхней нити ввожу в эту петлю, протягиваю и вот беру и стягиваю их просто две. Второй стежок готов. Таким же образом будем делать третий стежок. Ввожу шило. Слежу, что у меня здесь речка, здесь гладкая у меня часть шила нашего. Под косичку. Шило вывела. Приопустила. Петлю держу, шило достаю. Хвостик верхней нити завожу в образовавшуюся петлю. Стягиваю. Если вы впервые работаете с резиной, рекомендую отрезать небольшую полоску резины и потренироваться на ней, а потом уже приступать к прошивке тапочек. Если случилось так, что во время того, как вы прошиваете подошву, прорвалась резина, ничего страшного, просто сделайте стежок чуть дальше от этого места. Ну, конечно, желательно, чтобы этого не происходило. Я уже заканчиваю прошивать, мне осталось 2 стежка. И вот остался мне 1 стежок, и я уже ввожу шило в отверстие первого нашего стежка, то есть в одно и то же отверстие. Все, мы прошивку закончили, но для того, чтобы закрепить нить, нам нужно еще хотя бы несколько стежков прошить в те места, в которые мы уже шили. Вот я сделаю 1. Еще 1 стежок прошьем.
делаю самый-самый последний стежок. И уже достаю шило и вытягиваю второй отрезок нити. Вот у меня 2 хвостика, и мы их завязываем. Один узелочек сделали и еще один. Все. Берем крючок любой и сквозь косичку достаем оба этих хвостика на изнаночную сторону вниз. И я ножницами отрезаю их. Оставляю небольшой кусочек нитей. И зажигалкой аккуратно запаиваю, чтобы не зацепить нашу пряжу. Вот так придавливаю. Все, мы прошили подошву. Вот наш шов. И вот как он смотрится. Его практически не видно. Все, прошивку мы закончили. Следующий этап нашей работы – обвязка подошвы. Ее мы делаем, во-первых, для того, чтобы скрыть стежки от прошивки подошвы. Во-вторых, чтобы сформировать красивый бортик. И для обвязки нам понадобится пряжа. Я буду использовать пряжу 7-9 мм для обвязки. Ее я буду растягивать тоже. Далее нам понадобится 2 крючка. Один крючок 5,5 мм, второй у меня тоже 5,5, но может быть любой, он вспомогательный. Большой роли не играет. Нам понадобится трикотажная игла, щипцы и ножницы. Обвязывать мы будем рельефными столбиками и приступим к работе. Для начала растянем нить. Работать мы будем 2 крючками. Берем подошву и вводим крючок шляпкой вниз под косичку. Второй крючок у нас вспомогательный. Мы в соседнюю косичку вводим шляпкой вверх. Берем рабочую нить, набрасываем на этот вспомогательный крючок и протягиваем ее сквозь косичку. Вот такая у нас петля получилась. Набрасываем ее, эту петлю, на крючок, который у нас шляпкой вниз введен. Вот. Вот такая получилась петля. Достаем ее на внешнюю сторону, лицевую. Вот. Вот она у нас. Мы ее достали и как бы перекрутили. Видно? Хвостик рабочей нити у нас пока будет не спрятан. Мы его потом спрячем. Рабочая ниточка. Захватываем ее и провязываем столбик без накида. Это первая наша петля. Далее мы крючок вводим в эту же петлю, под эту же косичку. Вот так вот. Берем вспомогательный крючок, под соседнюю косичку его вводим шляпкой вверх, захватываем рабочую нить и опять достаем такую же петлю, которую мы набрасываем на вот этот крючок. Немножко ее затягиваем. И теперь мы должны протянуть вот эту петлю сквозь эту косичку, не задев вот эту, которая у нас здесь на крючке. Смотрите, я ее протянула. И теперь у меня на крючке 2 петли. Я захватываю рабочую нить и провязываю сквозь обе. У меня формируется высокий бортик. Опять этот крючок я ввожу в эту же под эту же косичку. Ввела.
вспомогательным крючком в соседнюю косичку. Под соседнюю косичку, вернее, я ввожу его шляпкой вверх. Захватываю рабочую нить, которая у меня все время вот в левой руке. Достаю вот такую вот петлю, которую опять набрасываю на этот крючок. И протягиваю эту петлю сквозь косичку. Вот, у меня опять 2 петли на крючке. Захватываю рабочую нить и провязываю сквозь обе. Крючок опять ввожу не через одну петлю, а в ту же, вот мы с ней уже работали. Опять ввожу под эту же косичку крючок шляпкой вниз. Второй крючок шляпкой вверх, ввожу под соседнюю косичку. Стараемся не зацепить нашу прошивку. Вот. Захватываю рабочую нить, достаю и протягиваю. И набрасываю на этот крючок. Протягиваю эту петлю. Я немного стянула, мне неудобно на весу это делать. Захватываю рабочую нить и провязываю. Следующий шаг точно такой же. С петлей, с которой мы уже работали, мы туда же вводим крючок. В соседнюю вводим крючок второй. Захватили рабочую ниточку, протянули, набросили ее на этот крючок и вот пытаемся протянуть. На самом деле это очень легко и быстро. 2 петли на крючке. Захватили рабочую нить и провязали. Вот с этой петлей мы работали. Сюда же мы опять вводим крючок. Под соседнюю косичку вводим второй. Захватили рабочую нить. Протянули, набросили на этот крючок. Достали. Петлю мы ее как бы перекручиваем. Захватили рабочую нить и провязали обе. Опять вводим крючок под косичку, вторым крючком вводим второй крючок под соседнюю косичку, захватили рабочую нить, набросили на крючок, протянули, перекрутив, 2 петли на крючке, рабочая нить и провязали обе. Вот уже видно, какой у нас бортик получился. И так обвязываем до конца, до вот этой вот петли. Ввели уже под косичку, с которой работали, в соседнюю вставляем крючок, захватываем рабочую нить, набросили на этот крючок и протянули, перекрутили и провязали. Been moving to and fro, just wandering, with no place to go. Since I lost you, I lost you. All I ever do is be wandering till I wander back. Я заканчиваю обвязку, мне осталось 2 столбика провязать.
Давайте еще раз повторим. Набросили рабочую нить на крючок, протянули ее, перекрутив, захватили рабочую нить и провязали. И последний ввожу под косичку, захватываю вторым крючком рабочую нить, достаю петлю, набрасываю на крючок рабочий, протягиваю, перекрутив, вот так, захватываю рабочую нить и провязываю. Все, отрезаем рабочую нить, протягиваем ее. Вот она была. И сейчас мы спрячем сначала вот этот хвостик в вязание, а потом сделаем фальш-петлю. Беру иголочку, вводим нить в иглу. И без разницы, куда мы спрячем, самое главное сделать это незаметно. Можно и сбоку спрятать ее. Наш помощник. Щипцы. Раз. С подошвой ничего не случится. Можете ее гнуть. Аккуратно достаем. Игла вот может поломаться, даже железная. Все, достали, спрятали. И хвостик нити обрезаем. И чтобы не было видно, где у нас была эта ниточка, ну и просто иголочкой в вязание остатки прячем. Так. Далее сейчас здесь сформируем фальш-петлю, соединив этих две петли. Вводим кусочек нити этой в иголочку. Сформируем фальш-петлю. Ниточка у нас рабочая осталась, ввели в иглу. И вот мы должны соединить этих две петли, сформировав здесь третью, незаметную. Вводим с этой стороны. Под обе части косички вводим иглу, достаем сюда вот на лицевую сторону и возвращаем иголочку в эту же петлю. Затягиваем, восстанавливаем наши косички, чтобы они были все похожи друг на друга. Далее протяну ниточку сквозь нашу обвязку. Опять выведу ее на лицевую сторону. И прячем остаток нити в вязание. В любое место. Главное, чтобы это было незаметно. Все, обрезаем ниточку. Прячем срез нити в вязание. Все то же самое мы должны проделать со второй подошвой. Я уже прошила и обвязала. Вот так они выглядят. Очень красивые, аккуратные. И нам остался еще один этап — связать верх тапочка. Мы закончили обвязку, и я хотела бы еще раз замерить тапочки, какие у нас получились подошвы. Вот. Они не изменились. Практически 25,7, так они и остались. Следующим этапом у нас будет вязание верха.
И я предлагаю сначала связать язычки и сделать кисточки, а потом начнем вывязывать высокие бортики. Для вязания язычков я буду использовать пряжу 3-5 миллиметров. Нам нужен будет крючок номер 5, игла трикотажная, щипцы и ножницы. Приступаем. Пряжу я буду слегка растягивать, но вязать буду не плотно, так как в язычках я не планирую вывязывать подъем, вяжутся они очень легко, столбиками без накида. И чтобы была возможность лечь им по ножке, мы будем вязать свободно. Делаем первую петлю, набросили на пальчики вот так рабочую нить, с этого пальчика сняли, перевернули, завели крючок, захватили рабочую ниточку и достали. Первая петля, мы ее не считаем в вязании, и после этого набираем еще 3 петли воздушных. 1, 2, 3 и 1 петлю подъема, чтобы продолжить наше вязание. Вязать мы будем тоже поворотными рядами. И вот в центр косички, прям в самую первую петелечку, вводим крючок и провязываем столбик без накида. И так вяжем до конца. 3 петли мы вяжем по одному столбику в каждую полукосичку. Связали. Этот узелок мы развязываем и хвостик вяжем во второй ряд. Развязали, затянули, поворачиваем вязание, берем иглу, вводим хвостик наш. И вот таким вот образом продели вот этот ряд и вывели сюда, к крючку. Все, достали, иглу убрали. Это у нас первый ряд. Делаем петлю подъема и разворачиваем вязание. Во втором ряду мы будем удваивать первую и последнюю петлю. В первую петлю провязали 2 столбика без накида. Далее вяжем 1 столбик без накида. И в последнюю петлю тоже вяжем 2 столбика без накида. 1, сюда же 2. Эту ниточку мы ввязали, остаток можем отрезать. В конце каждого ряда мы также будем делать петлю подъема и разворачивать вязание. Третий ряд мы вяжем под каждую косичку по 1 столбику без накида. В 4 ряду опять первую и последнюю петли я удвою. 1 столбик без накида, сюда же 2. 1, 2, 3 столбика одинарных, и в последнюю опять я провяжу 2 столбика без накида. 1, сюда же 2. Петля подъема, поворачиваем вязание. В 5 ряду провяжу по 1 столбику под каждую косичку. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание. И в этом ряду я опять в первую и последнюю петлю удвою. 1. Сюда же второй столбик без накида. Продолжаю по одному. Первый я удвоила, 1, 2, 3, 4, 5 провязали по одному, и в последнюю петлю опять я вяжу 2 столбика без накида. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание, подтягиваем слегка ниточку. В 7 ряду мы вяжем по одному столбику без накида в каждую петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Делаем петлю подъема. 8 ряд. Мы первую и последнюю петлю удваиваем. 1, сюда же второй столбик без накида. Продолжаем по одному столбику. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 удвоенный, 7 одинарных, и последний столбик мы опять удваиваем. 1, сюда же еще 1. Делаем петлю подъема, вяжем 9 ряд по одному столбику без накида под каждую косичку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Вот с 3 петель у нас уже 11. Делаем петлю подъема, разворачиваем наше вязание. И в 10 ряду мы сделаем прибавку посередине, одну единственную. Это будет последняя прибавка. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбиков мы провязали. В 6 делаем прибавку 1, сюда же второй, и еще 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем петлю подъема, и еще мы должны провязать без прибавок, без убавок 5 рядов столбиками без накида по схеме. Вяжем. Я довязываю язычок. У нас всего лишь 15 рядов. Отрезаю рабочую ниточку, вытягиваю ее, берем трикотажную иглу и прячем хвостик вязания. Я оставляю всегда лицевой стороной вот такие вот столбики. Они вообще изнаночные. Если вам больше нравится, чтобы была косичка,
Можете так оставить. Ну, спрятать хвостик на этой стороне. Я прячу на этой. Мы должны связать два таких язычка, после чего их нужно отпарить. Ну, немножко пусть полежат под прессом. Можно и не делать этого. Все, отрезаю ниточку. Прячу волокна. Вяжем еще один точно такой же язычок. Я связала два язычка. И прежде чем нести их отпаривать, предлагаю сделать кисточки. Нам нужно 4 маленьких кисточки, и мы их сделаем и отпарим, и после этого только будем равнять. Для кисточек нам понадобится небольшой кусочек картона. Вы можете сделать больше кисточки, либо меньше, либо вообще по-своему. Я хочу показать, как делаю я. Ножницы нам понадобятся, тоненький крючок и пряжа 3-5 миллиметров. Видите, у нас пряжа здесь трубочкой, а здесь видны свернутые окончания пряжи. Мы выкладываем на картон вот таким вот образом. Тут, где у нас изнаночная сторона нашей нити. И я наматываю. Ну, допустим, я наматываю 7 раз. Отрезаю. Беру рабочую нить и завожу сквозь эти намотанные нити. Достаточно. Рабочую нить отрезаю. И здесь делаю 2 узелка. Прежде чем снять с картона, делаю 1 узелок. Ну, то есть хорошо так завязываю. И еще 1. Снимаю. Выворачиваю. Далее беру рабочую ниточку и вот таким вот образом делаю петлю своеобразную такую. Вот раз. И пальчиком держу. Вот у меня нить, хвостик нити, вот рабочая ниточка. Я вот такую петлю сформировала и пальчиком зажала. Далее обворачиваю трижды, ну можно больше. Эта петля у меня вот хвостик. Обернули шляпку. Рабочую нить отрезаем. Ввожу этот хвостик в эту петелечку. И вот верхнюю тяну и затягиваю. Узелок прячется у меня под вот этим навернутым из нити держателем, скажем так. Вот. Этот хвостик остается здесь в кисточке, а этот мы сейчас спрячем. Берем тонкий крючок, вот наша шляпка, ввели в серединку, захватили этот хвостик и вывели на другую сторону. После этого сквозь наше обертывание вводим крючок. Вот. Захватываем эту ниточку и выводим ее сюда
Эта нить у нас пойдет тоже в кисточку. Вот. Равняем. После чего ниточки вот эти разрезаем. И для начала длинные нити мы отрежем, но не будем равнять кисточку, потому как после того, как мы ее отпарим, они у нас опять все станут неровными. Вот. И нам нужно сделать 4 таких кисточки. Вот. Я отпарила язычки, отпарила кисточки и поравняла их. И нам осталось связать высокий бортик, к которому мы будем пришивать язычки, обвязывать их и крепить кисточки. Для вязания бортиков нам понадобится пряжа 3-5 мм, крючок 5,5 мм, 4 маркера, трикотажная игла, ножницы и щипцы. И приступаем. Для начала нам нужно отмерить, в каких местах мы начнем нашу обвязку. Я начинаю вот со середины, с самого узкого места. Вешаю маркер. У нас будет 4 ряда, и каждый будет в высоту уменьшаться. Значит, с одной стороны, с внешней стороны маркер повесили, а с внутренней стороны на одну петлю выше. Точно так же второй тапочек замеряем. Значит, я посчитаю ряды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. И здесь точно так же посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот. Первый маркер я повешу здесь. С внутренней стороны, соответственно, на одну петельку выше. Сложили и посмотрели, одинаково ли мы установили маркеры с этой стороны и с этой. Убедились в том, что мы ровно распределили, и начинаем наше вязание. Пряжу для вывязывания бортика я не растягиваю, просто вяжу плотно. Смотрите, оставляю вот такой вот хвостик, чтобы удобно было его ввязать. В петлю с маркером ввожу крючок под обе косички, захватываю, достаю вот такую вот петлю. Рабочую нить набрасываю на крючок и провязываю столбик без накида. Затягиваю хорошо. Вот этот хвостик я ввяжу. До носика вяжем под каждую косичку по столбику без накида, плотно. Я довязала практически до центра подошвы. Вот так выглядит наш первый ряд. И в центре мне нужно сделать убавку. Прежде чем я ее сделаю, мне нужно сделать в столбике прибавку, для того, чтобы сохранить полноту. Вот эти 2 столбика я буду вязать в один. И в этом столбике я провяжу, вернее, под этой косичкой я провяжу 2 столбика без накида. Вот так. Далее я сделаю убавку. Под косичку ввела крючок, достала рабочую нить, 2 петли на крючке. В соседнюю ввожу крючок, опять достаю рабочую нить, и уже у меня 3 петли на крючке. Набрасываю рабочую нить на крючок и провязываю все вместе. Если бы мы здесь не сделали прибавку, у нас бы здесь были очень большие дырочки еще к тому же. И далее продолжаем вязать до маркера по одному столбику без накида под каждую косичку. Довязали до конца, и в петлю с маркером мы тоже провязали столбик без накида. Далее мы делаем такое действие. Значит, ниточку выводим на внешнюю сторону и в петлю, в последнюю, вводим крючок со стороны подошвы.
Хорошенечко затягиваем ее, делаем петлю подъема. И вот обычно мы бы вязали вот в этот столбик, вот сюда. Мы как бы убавляем, мы его пропускаем и вяжем во второй столбик от крючка, столбик без накида. Давайте покажу еще раз. Вот мы довязываем наш первый ряд нашего высокого бортика. Вот наша последняя петля, в которой маркер. Мы крючок достаем, петлю эту сохраняем, разворачиваем нашу подошву и рабочую нить выводим вот так. Вставляем крючок, делаем петлю подъема, пропускаем первую вот эту петлю, которая у нас в первом ряду провязана, и вводим крючок под косичку второй петли и провязываем столбик без накида. И далее вяжем опять до носика, вяжем столбики без накида. Таким образом мы и нить не обрезали, и сделали убавку. По центру носика нам нужно будет опять сделать убавку. Вот эти два столбика по центру я буду соединять в один. Прежде чем это сделать, я провяжу в один из столбиков 2 столбика без накида. И теперь сделаю убавку. Ввела крючок под косичку, достала вот такую петлю. Ввела в следующий, под следующую, вернее, косичку, достала еще одну, набросила рабочую нить и провязала все 3 петли на крючке. Далее продолжаю вязать по одному столбику без накида до конца ряда. И последняя петля. Провязали. Достаем крючок, поворачиваем вязание, ниточку выводим рабочую вот так. Вставляем крючок с этой стороны, подтягиваем ниточку, делаем петлю подъема, пропускаем вот эту вот петлю и во вторую вводим крючок под косичку, захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Продолжаем вязать по одному столбику без накида до центра подошвы. Довязали до центра. В эту петлю провяжем 2 столбика без накида. А эти 2 соединим в один. Достали рабочую нить, ничего не делая с этим. Опять вводим крючок под косичку под следующую косичку, достали еще одну петлю, захватили рабочую нить и все 3 вместе провязали. И далее до конца ряда вяжем по одному столбику без накида. Довязали, достаем крючок, разворачиваем вязание, рабочую ниточку выводим сюда.
на внешнюю сторону. Вводим крючок с этой стороны, подтягиваем эту петлю, делаем петлю подъема, пропускаем вот одну петлю и во вторую провязываем столбик без накида. И продолжаем вязание опять до центра подошвы. Довязала практически до середины, определила, что мне нужно вот этих два столбика соединить, и перед этим я провяжу в столбик 2 столбика без накида. То есть сделаю прибавку. Прибавку сделала, далее делаю убавку. Достала петлю, в соседний столбик опять ввела крючок, достала петлю, 3 петли на крючке, набросила рабочую нить и все 3 провязала в одну. И продолжаю вязание по одному столбику без накида под каждую косичку до конца ряда. Я довязала 4-й ряд, у меня осталась 1 петля, но мы в нее будем делать фальш-петлю, будем формировать. Поэтому я отрезаю нить рабочую, достаю крючок и вытягиваю нить, беру трикотажную иглу и сейчас сформируем фальш-петлю. Под вот эту последнюю петлю, под обе косички ввожу иголочку. Достала, вывела вернее. И возвращаю ее опять в эту же петлю, из которой она и выходила. Вот, сформировала такую же косичку, как и все наши косички в ряду. Далее прячу хвостик этот в вязание. Спрячу хорошо. Сначала в одну сторону, под несколько столбиков. Развернусь и в другую, чтобы она никуда не выскочила. То есть, если в подошве здесь очень плотно у нас связано, мы прятали, ну, мы тоже хорошо прятали, но не так тщательно, то здесь я более тщательно прячу хвостики. Спущусь вниз. И еще в эту сторону протяну ниточку. И отрезаю. Пока можно отпарить бортиков. Второй тапочек делаем точно так же. Я уже обвязала. Единственное, что мы начинали с внешнего края, а здесь мы начинаем с внутреннего. Ну, делаем все то же самое. Оставляем хвостик и тоже прячем, делаем фальш-петлю и прячем потом в вязание остаток нити. Мы связали высокий бортик, спрятали все хвостики. Теперь наша задача пришить язычок. Я взяла отрезки нити другого цвета, чтобы закрепить язычок. И для начала я попробую закрепить носик. Я вот просто беру ниточку. Прежде чем пришить, хочу посмотреть, как мне будет красиво и ровно. Ну, вот так, допустим, протяну. И по бокам закреплю. Вот последняя наша провязанная петля. И вот наш последний ряд язычка. Вот, введу крючок сюда
захвачу ниточку, протяну, один хвостик достану и завяжу. Посмотрю, где здесь мне закрепить. В этот же ряд с другой стороны тоже введу крючок. Здесь попробую одну петлю оставить. Вот. Визуально определяем, ровно ли мы закрепили наш язычок. Я все же перенесла в последнюю петлю, то есть ряд остался тот же для закрепления. А здесь изначально я закрепила вот так, но нет, мне не понравилось. Я перенесла вот так и закрепляю. К бортикам язычок я буду пришивать столбиками без накида. Можно еще пришить иглой, шов вперед иголка. Можно пришить соединительными столбиками. Я для себя выбрала этот способ. Вы можете выбрать другой. И начинаем пришивать. Развязываю нашу ниточку, ввожу крючок в намеченные петли, беру рабочую нить, оставляю небольшой хвостик для закрепления, набрасываю ниточку на крючок и протягиваю и сквозь язычок, и сквозь петлю бортика. Захватываю рабочую нить и закрепляю, провязываю столбик без накида. Я пришиваю нитью 3-5 миллиметров. Далее крючок ввожу под следующую косичку бортика и протыкаю язычок. Достала петлю и провязываю столбик без накида. И таким же образом пришиваю полностью весь язычок. Ввожу в косичку бортика и в ряд язычка и прошиваю. Шов свой формирую, чтобы он у меня красиво смотрелся. Продолжаю. Вот так получается. Дошила до носика, снимаю ниточку и будем формировать носик. Ввожу петлю, точно так же захватываю и провязываю следующую. Провязали. Если не получилось с первого раза, не расстраивайтесь. Я тоже язычок бывает пришиваю по несколько раз.
Поэтому это все рабочие моменты. Хочется красиво, ровно. Таким образом пришиваем до конца нашего ряда. Я довязала до нашей фиксированной ниточки, снимаю ее, и мне осталось провязать один столбик. Вот. И сюда. Все, отрезаю рабочую нить и достаю. Сейчас нам нужно зафиксировать вот эти вот две ниточки. Берем иглу, вводим нить в иголочку и будем закреплять сначала этот хвостик. Ввожу вот в бортик и пытаюсь вывести на изнаночную сторону нить. Хорошо затягиваю. Возвращаю еще раз сюда, протягиваю нить, но не полностью. Оставляю вот такую вот петлю. Здесь хорошо затяну. Смотрите, чтобы ниточка была лицевой стороной, ложилась. У меня вот ложится изнаночной все время. Вот так вот. Я до конца затянула, но не следует. Это не до конца затягиваем. Вот такая вот петля. Держим пальчиком. Еще раз вводим сюда же. И стараемся вот эту нить, которая у нас уже не двигается, проткнуть иглой. И теперь затягиваем. Получилась такая закрепка. Можем еще раз ниже ввести иглу. Опять нить не до конца вытягиваем. Вводим сюда же. И отрезок нити, который у нас не двигается, проткнем иглой. И затянем. Все, зафиксировали. Таким образом у нас и нить зафиксирована, и узелка нет. Эту ниточку нужно спрятать в вязание. Можем даже вывести ее на лицевую сторону. Очень-очень аккуратно, незаметно продеть сквозь столбики. Давайте в эту сторону. Так вот. И еще сквозь эти. Вот у меня незаметно. Выводим иглу на изнанку. И здесь еще туда чуть-чуть спрячем в столбике. Если получается, то можно и еще дальше продеть иглу. Все, аккуратно отрезаем. Аккуратно. Все, этот хвостик спрятали. Теперь здесь зафиксируем.
Вводим нить в иголочку. И здесь я буду в эту сторону иглу вводить. Вот здесь вывожу на лицевую сторону. Чтобы было одинаково, здесь под косички введу. Нет, оно не получилось одинаково. Значит, над косичкой. Смотрите, чтобы визуально вас устраивало. Не до конца. Затягиваю. Проткну вот здесь. Введу сюда. И на изнаночную сторону вывожу иглу. И буду прятать хвостик. Сначала в одну сторону. Сквозь несколько столбиков. Выведу на лицевую. Ну тут уже как у вас будет получаться, главное хорошо зафиксировать нить. Здесь вернусь в обратную сторону по лицевой стороне. Все, ниточка никогда в жизни у нас уже не выскочит. Опять на изнанку. Ну и где-нибудь здесь спрячу, протяну еще раз и отрежу. Здесь буду обвязывать, поэтому она уже будет зафиксирована хорошо. И обрезаю. Все, язычок пришили. Нам нужно еще обвязать вот этот край. Видите, мы здесь его связали ребристым, здесь и здесь. Берем рабочую нить. Я снимаю маркер с этой стороны. Обвязать хочу с этой стороны. Вот эта петля у нас задействована, и в ней был маркер. В соседнюю ввожу крючок. Захватываю рабочую нить, хвостик оставляю, будем потом опять прятать. Захватываю рабочую нить и провязываю столбик без накида, которым и фиксирую нашу рабочую нить. Вот эта петля уже у нас была провязана, мы вводим в нее крючок, достаем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Следующее, заходим в ряд, опять достаю рабочую нить, набрасываю ее на крючок и провязываю столбик без накида. Мы как бы выравниваем наш край столбиками. Следующее, точно так же вводим и провязываем. Далее и последний. Смотрите, что у нас получилось. Вот получился вот такой вот у нас изнаночный красивый ряд. Не видно наших ребер от вязания. Далее у нас еще нам нужно провязать язычок и провязать вот этот край. Я оставляю нити, вот как если бы мы взяли и
вот это расстояние, которое у нас получается, обмотали 4 раза нитью. Вот приблизительно вот такой отрезок нити нам нужен. И отрезаю. Достаю нить. Опять берем иглу. И вывожу иголочку вот сюда, возле нашего последнего ряда язычка. Протягиваю всю рабочую нить, которую мы отрезали. Берем крючок и обвязываю 5,5. И я хочу провязать весь язычок, но уменьшив его на 2 петли. Я захватываю рабочую нить под первой петлей, ввожу крючок во вторую петлю, 2 петли на крючке, набрасываю рабочую нить и провязываю столбик без накида. И провязываю все столбики язычка. А в конце опять сделаю убавку. Таким образом удлиню язычок и уменьшу. И вот у меня остались 2 петли. Я тоже сделаю убавку. Ввела, достала рабочую нить и не провязала. Опять ввела крючок под вторую косичку, достала рабочую нить. И теперь провязываю все 3 на крючке. Нить опять достаю, рабочую всю протягиваю. Ввели нить в иглу и выводим. Вот мы тут уже фиксировали этот край язычка. Выводим на внешнюю сторону нашу ниточку. Подтягиваем, берем крючок. И с внутренней стороны теперь вводим крючок. Захватываем рабочую нить и провязываем столбик без накида. Далее обвязываем этот край. То есть вот у нас где получается, обычно у нас тут 4-5 петель. Провязали. Снимаю маркер с этой стороны. Петлю, где он был, тоже провяжу столбик без накида. В соседнюю уже не буду. Мне кажется, получилось органично. Далее. Любая обвязка у нас в размере, конечно же, немного ворует. Но я все же пытаюсь спрятать вот этот наш шов от нашей самой-самой первой обвязки. И поэтому я оставила такой отрезок нити. Если вас устраивает такой вид обвязки, он тоже очень красивый, оставляйте так. Я же делаю еще вот такую обвязку. Ввожу вот нить, мы провязали последний столбик без накида. Под косичку нашей обвязки я ввожу нить и далее провязываю соединительными столбиками. Мне так больше нравится. Это абсолютно не обязательно, это как дополнительная обвязка. Особенно если я обвязку подошвы делаю пряжей 3-5. Тогда я эту обязательно включаю. Пряжа 7-9 более плотная, здесь это нет такой необходимости это обвязывать. Но я покажу, возможно, вам понравится.
Бортик более плотный, поэтому как вариант. Только не стягивайте, потому как я вам говорю, что в размере уменьшится. Я довязала обвязку до конца. И теперь нам нужно спрятать хвостик. Вот этот, сделав фальш-петлю, и вот этот в вязание. Делаем это быстро. Фальш-петлю мы уже делали с вами. Продевайте сквозь петли, не бойтесь. Иглу захватывайте только лишь за носик ее, потому как игла ломается. Отрезаем. Волокна нити прячем. Вязание. Одеваем иглу в этот хвостик. Делаем фальш-петлю. Соединяем этих две петли. Затягиваем. И тоже выводим иглу на эту сторону. И прячем хвостик в вязание. Обрезаем хвостик нити. Видимые волокна пряжи прячем тоже в столбик. И готово. Нам осталось только прикрепить кисточки. Берем кисточки. У меня отпаренные. Я их поравняла. Длина кисточки у меня полностью получилась. Ну, чуть больше 5 сантиметров. 5,2 миллиметра. Берем рабочую нить с клубочка, отматываем хвостик приблизительно 30 сантиметров, можно чуть больше, отрезаем, берем иголочку, вводим нить в ушко, я беру кисточку и ввожу иглу. Вот так. Я вот снизу во второй ряд буду закреплять кисточки. Вот приблизительно здесь посередине вывожу иглу на изнаночную сторону. Если у вас еще есть одна игла, будет удобней. У меня есть. Второй хвостик тоже ввожу в ушко иглы. И вот в вязании в удобном месте протыкаю наш язычок. Есть, да? Теперь пропускаю вот этот столбик и в следующий ввожу иголочку вот так вот. Этот кусочек нити у меня здесь с иглой. Беру вторую кисточку, ввожу сюда иглу. И вот это отверстие мы пропустили, где вывязывался столбик. Сюда ввожу иголочку. Вывожу на изнаночную сторону. Все, две кисточки я прикрепила. Далее вот этих два хвостика, вот они у меня здесь, я их связываю. Просто вот таким вот образом. Узел не делаю, только один раз завязала и все, потому как может давить потом в ногу.
И смотрите, что получается. Если мы обуем наш тапочек, кисточки вот так вот будут стоять, торчать. Вот. Это будет крайне некрасиво. Они у нас не кожаные, как на обуви фабричной. Поэтому вот этих два хвостика с иголочками. Смотрите, я вот в удобное место здесь, вот я хочу закрепить кисточку. Вывожу вот так иглу, первую, которая у меня. Далее, обвязка кисти. Видите, я протыкаю этой иглой, ну вот, допустим, в одном каком-то месте кисточку. Вот таким вот образом. И опять вывожу иглу на изнаночную сторону. Равняю кисточку. Вторую иголочку точно так же вывожу на лицевую сторону. Вот. Я просто смотрю, что у меня в этом месте приблизительно обвязана эта кисточка. Вывела. Тоже сквозь обвязку провожу иглу. Вот. И опять вывожу на изнаночную сторону. Все, мои кисточки, даже если мы обуем тапочек, не будут уже торчать так. Я еще немножко их так подтяну. Вот. Смотрим, что у нас с изнаночной стороны. Здесь не будет нам давить. Но если я ниже также завяжу, будет уже не очень хорошо. Поэтому я просто беру и прячу хвостик нити сквозь вязание. Стараюсь иглу провести, допустим, в одну сторону, сквозь несколько столбиков. Поднимусь вверх. И в другую сторону заведу иглу. Могу даже вывести на лицевую сторону и здесь еще спрятать среди столбиков. В конечном итоге я выведу на изнаночную сторону и обрежу нить. Этот хвостик прячем точно так же. В одну сторону проводим сквозь несколько столбиков, возвращаемся, выводим на лицевую сторону и прячем так, как и в первом случае. Готово. То же самое нужно сделать со вторым тапочком. Вот так они получились. Я уже сделала. Если вы связали для себя, обувайте и радуйтесь. Если вы связали на подарок, либо на продажу, еще нужно отпарить вот эти высокие бортики, все остальное мы уже с вами отпаривали, и нанести спрей для текстиля. Спасибо за внимание.